На территории России насчитывается 1117 городов, которые неразрывно связаны между собой. В основном это малые города с населением до 50 тысяч. Давайте рассмотрим с вами средние, большие, крупнейшие города или города-миллионеры, а также два мегаполиса, названия которых вы наверняка угадали. Итак, что же такое город? Чем он отличается, например, от села, поселка или деревни? С древних времен так называли населенный пункт, который отгородился стеной, валом или другой оборонительной оградой. В прошлом наличие стены или Кремля вокруг города имело первоочередную роль в плане безопасности. В наше время такой населенный пункт, как город, должен иметь не менее 12 тысяч жителей. Также не менее 85% населения должно быть занято вне сельского хозяйства, преимущественно в промышленности, в сферах обслуживания, управления, науки и культуры. Естественно, в каждом городе должна быть мэрия, школа, медучреждение, отделение полиции, почтовое отделение и другая инфраструктура, необходимая для жизни. По статистике, в России только четверть населения проживает в сельской местности. Остальные 75% живут в городах. Причем с каждым годом увеличивается миграция и прирост населения именно в крупных городах России. Только в двух крупнейших агломерациях Москвы и Санкт-Петербурга проживает приблизительно 18% населения страны. Если посмотрим на график, видно, что оставшаяся часть населения на треть живет в городах-миллионерах и крупных городах. Такая концентрация населения в городах обусловлена наиболее развитой инфраструктурой, но в основном дело в наличии рабочих мест. В больших городах работодатель может предложить качественные, хорошо оплачиваемые рабочие места как для массового сегмента, так и для узкопрофильных специалистов. Конечно, везде есть плюсы и минусы. Не всем по душе бешеный жизненный темп мегаполиса, его удручающая экология, транспортный коллапс и так далее. В средних городах России по всей стране в основном наблюдается отток населения. 105 из 151 среднего города показали отрицательные результаты. Хуже всего в этом плане дела обстоят в шахтерском городе Воркута. Здесь численность населения сократилась на 30% за последние годы. Бросается в глаза город Мурино в Ленинградской области, у которого за 12 лет население увеличилось в 10 раз. Хотя жители жалуются, что за быстрейшими темпами строительства жилых домов не успевает инфраструктура с детскими садами, школами, больницами и другими обязательными учреждениями для городов. Также заметно подросла Анапа и увеличила население на 46%. Все средние города Чеченской Республики дали ощутимый прирост. Также города Московской области тоже в хорошем плюсе. Особенно это заметно в Котельниках, Ивантеевке и Видном. Вразрез с общей статистикой по Московской области дал отрицательный результат православный центр Золотого кольца России – Сергиев Посад. Его население уменьшилось на 11%. Большие города России представляют собой некую золотую середину между оживленным суетливым городом и размеренным, спокойным небольшим городком. Из 93 больших городов России наиболее быстрый рост наблюдается у прилегающих к Москве городах в Московской области. Москва все плотнее опутывает близлежащие города коммуникациями, торговыми связями, превращая их в единую агломерацию с формально разными административными центрами. Помимо городов Московской области, заметен рост у городов Северного Кавказа. Лидером здесь стал крупнейший город в Ингушетии – Назрань, являющийся ее экономическим и культурным центром. Также выросли дагестанские города Хасавюрт, Каспийск, Дербент. Стабильно увеличиваются спутники городов-миллионеров. Например, Батайск, спутник Ростова-на-Дону, Энгельс, спутник Саратова. Тревожные цифры показывают дальневосточные города Комсомольск-на-Амуре и Находка. Некогда крупные промышленные центры, такие как Братск и Орск, тоже пришли в упадок. Шахтерский город Кузбасса, третий по численности и один из старейших городов Кемеровской области. Город Прокопьевск стабильно показывает отрицательную динамику.
так же, как и второй по величине город Пермского края – Березники. Далее рассмотрим крупные города от 250 тысяч до 1 миллиона жителей. Здесь на первый план выходит Балашиха с колоссальными темпами роста свыше 80% за 12 лет. Дело в том, что в 2015 году она поглотила соседний город Железнодорожный с населением около 140 тысяч жителей. На сегодняшний день Балашиха – это крупнейший город Московской области. На данный момент по численности она сопоставима с городом федерального значения Севастополь, уже обогнала некоторые областные центры, такие как Калининград и Тула, и активно приближается к Пензе. Также в Московской области быстро расширяются Подольск и Химки. Опережающими темпами растут Севастополь, Краснодар, Сочи, Грозный, Тюмень, Сургут, Якутск. Но в России в отношении населения, как правило, если где-то прибыло, значит где-то убыло. Отчетливая картина убыли просматривается для крупнейшего в мире города, расположенного за полярным кругом, то есть для Мурманска. Также сократилось население в крупных промышленных центрах Урала, Нижнего Тагила и Кургана. Уменьшились важные административные центры – города Тула и Орел. Итак, мы подошли к важнейшим узлам городообразующей системы России. Крупнейшие города. Именно они задают ритм жизни в стране. Эти города являются центром притяжения населения областей. Не к месту сказано, но почти все из них входят в список городов-целей потенциального ядерного удара по России после 2 мегаполисов. В основном в этих крупнейших городах России отмечается прирост населения за последнее время. Незначительно сократились города Самара, Волгоград, Омск и Нижний Новгород. Остальные города в плюсе. Ярко выражено увеличение населения в Воронеже, Красноярске, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани. За 12 лет составили стабильный прирост Уфа, Пермь, Челябинск и Ростов-на-Дону. На карте России видно, как распределены эти города по всей России. Красноярск – один из старейших городов Сибири. Он является самым восточным городом-миллионером России и одновременно ее географическим центром. Красноярск – это культурный, научный, промышленный и административный центр огромного региона. Город расположен на Енисее. Енисейская ГЭС является второй по мощности гидроэлектростанцией в России. Как следствие, здесь развита электроэнергетика и промышленность. Красноярск – это региональный центр академической науки, высшего и среднего специального образования. Новосибирск является крупным промышленным центром своего региона. На его долю приходится более 2/3 объема всей промышленной продукции Новосибирской области. Также Новосибирск – крупнейший транспортный узел Сибири. Из этого города открыты логистические направления во все стороны света. Отсюда отправляют грузы в Среднюю и Юго-Восточную Азию, в Европу, на Дальний Восток. Новосибирск расположен на Оби, что позволяет отсюда попасть в Северный Ледовитый океан, а соответственно использовать Северный морской путь. Омск расположен на реке Иртыш и, как все остальные региональные города-миллионеры, является областным и промышленным центром. В структуре промышленного производства преобладают электроэнергетика и топливная индустрия, пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка. Рабочий город с хорошим потенциалом, который нуждается в реально выполнимых, просчитанных и перспективных проектах. Челябинск. Расположен на берегах реки Миас. В городе развиты предприятия металлургии и машиностроения. Челябинская область располагает большими запасами руд различных металлов. А Челябинск выступает своего рода кузницей для всего региона, да и за его пределами. Как следствие, в этом городе остро стоит вопрос экологии. Екатеринбург можно назвать старшим братом Челябинска. Расстояние от 2 миллионников всего 200 километров по прямой. Расположен он на реке Исеть. Екатеринбург часто называют столицей Урала. И это название заслужено. Город стремительно растет и преображается. Появляются новые микрорайоны, достраивается кольцевая автодорога, которая должна разгрузить транспорт и дать импульс для развития городов-спутников и окраинных районов города. Пермь расположилась на востоке европейской части России у подножья Уральских гор. Город вытянут вдоль берегов реки Камы.
Водный путь по Каме – это выход к океанам и Каспийскому морю. Как и другие крупнейшие города, Пермь является крупным логистическим центром России. Пятая часть населения здесь занята в обрабатывающих производствах. Пермь в 2003 году лишилась статуса города-миллионера, но к 2012 году численность города восстановилась до прежних отметок и сейчас дает стабильный рост. Уфа. Столица республики Башкортостан. Она расположилась по берегам двух рек – Уфа и Белая. В городе хорошо развита нефтепереработка. Производится ряд важнейших видов продукции страны – бензин, дизельное топливо и полимеры пропилена, нефти, а также топочный мазут. Ростов-на-Дону. Самый южный из крупнейших городов России. Из его названия ясно, что город расположился на берегах Дона рядом с его устьем. Причем в основном город находится на правом берегу Дона. На левом же расположена зона отдыха, хотя в последнее время левый берег тоже начал активно застраиваться. Воронеж расположен на берегах реки Воронеж в 12 километрах от ее впадения в Дон. Река Воронеж делит город на две более-менее равнозначные части. Воронеж можно назвать городом студентов. Здесь находится 36 высших учебных заведений и 53 средних специальных учебных заведений, в которых обучается свыше 127 тысяч студентов. В 2012 году Воронеж преодолел отметку по численности населения в 1 миллион, и с каждым годом его население только возрастает. На берегах Волги очень много больших и крупных городов, из них 4 – это города-миллионеры. Город-герой Волгоград расположен, конечно же, на Волге и дает начало знаменитому Волго-Донскому судоходному каналу. Протяженность города вдоль береговой линии около 100 километров. Здесь производят водный транспорт, а также военную технику. Высокую ценность представляют волгоградский алюминий и сталь. С 1990 года в городе нет роста населения. Более того, оно начало медленно уменьшаться. Для сохранения статуса миллионника были расширены границы, и в марте 2010 года территории городского округа были присоединены к Волгограду. К концу 2022 года у города есть все шансы перейти в статус крупных городов, так как на протяжении последних лет численность Волгограда постепенно уменьшается. Самара расположена на левом возвышенном берегу Волги при слиянии с рекой Самара. В городе находится одна из самых длинных в России речных набережных и самое высокое здание железнодорожного вокзала в Европе. С 2015 года наблюдается постепенный спад численности населения. Город является одним из антилидеров страны по замороженным объектам гражданского строительства. В каждом районе города количество долгостроев измеряется десятками. Казань. Столица Республики Татарстан. Древний город с многовековой историей, расположенный на левом берегу реки Волга. Столица Татарстана занимает передовые позиции по инвестициям и строительству в Поволжье, по обеспеченности современными торговыми центрами и по совокупному капиталу собственных банков в России. В городе расположен крупнейший в России технопарк в сфере высоких технологий – IT-парк, а также один из самых больших в Европе технопарков – «Идея». Казань можно поставить как образец развития регионального миллионного города. Нижний Новгород расположен на месте слияния Оки и Волги. Благодаря такой отличной транспортной развязке, то есть рекам, по которым в основном и перевозили различный товар по стране, город еще с древних времен завоевал статус «кармана России», то есть главного центра торговли. Большое значение для города и для страны играет Горьковский автомобильный завод. В городе при поддержке государства построили технопарк «Анкудиновка» для поддержки предпринимательства и разработок высоких технологий. И, конечно, две вишенки на торте – Москва и Санкт-Петербург. Создавая русский город по европейским чертежам и лекалам, Петр I заложил непохожую ни на какую другую городскую культуру. При словосочетании «культурная столица» не зря приходит на ум Санкт-Петербург. Здесь отлично развит туризм. Сосредоточены музеи, театры, выставки. Но также Санкт-Петербург является промышленным и экономическим локомотивом всего региона, за которым подтягиваются и остальные города Ленинградской области.
Постройка кольцевой автодороги в 2006 году вокруг города дала мощный импульс для дальнейшего развития близлежащих городов-спутников. Санкт-Петербургская агломерация является второй по величине в России после Московской. Чтобы структурировать близлежащие города и поселки, принято условно делить агломерацию на ядро, первый и второй пояс поселений спутников, хотя они ни на что не влияют. Формально и юридически влияет лишь региональная граница города, но фактически ближайшие города уже влились в эту систему маятниковой миграции и чувствуют себя частью этой огромной коммуникации городов. Москва и ее пригородная зона в радиусе 70 км от МКАД включает в себя 16 административных районов. Это самое крупное в России и крупнейшее в Европе скопление городских и сельских поселений моноцентрического типа. Площадь московской агломерации – 13,5 тысяч квадратных километров. Большинство городов Московской области показывают отличную динамику роста по численности населения. Застраиваются огромные территории рядом с Москвой. В столице сконцентрированы буквально все жизненно важные институты страны – финансы, правительство, наука, бизнес и так далее. Крупнейшие российские компании, а также представительства международных организаций предпочитают открывать свои головные офисы именно в Москве или Московской области. Ощущается серьезный дисбаланс по сравнению с регионами. По данным исследований, средний город-миллионер в России при динамике развития, как и в 2010-2017 годах, сможет достичь текущего показателя Москвы по валовому городскому продукту на душу населения только через 100 лет. Говорят, плохо держать все яйца в одной корзине, а в России получается одно большое яйцо и другое поменьше. Остальные города как рассыпанный горох. Такая огромная страна, как Россия, просто обязана развивать регионы во всех направлениях. В первую очередь, в экономическом плане. Но такой дисбаланс был на протяжении всей российской истории. Посмотрим дальше, как будет. С вами был канал «Просветись».